Всем привет, это опять я. И я в кои-то веке не на острове Сахалин, я на полуострове Камчатка. Вот я вот сейчас стою на одном из рукавов реки Авача, возле города Елизово. Она уже вскрылась, я пытаюсь что-то ловить. Дело в том, что я собрался в путешествие на Парамушир, а Парамушир хоть и является частью Сахалинской области, но прямого сообщения с островом Сахалин не имеет. А он имеет сообщение только с Камчатским краем. Поэтому я сначала прилетел в Камчатский край, и вот отсюда уже третий день здесь. Жду вертолет на Парамушир, но его не дают по плохим погодным условиям. Здесь погода шикарная. Солнышко, тепло, почти нет ветра. На Парамушире пурга, хотя до него всего ничего, там километров 200, по-моему, или 300. То есть на Парамушире совершенно другая погода. В первый день я на Аваче не поймал ничего. Вчера во второй день наловил уже некрупных гольчиков довольно много. А сейчас вот уже хожу, часов, не знаю, 6, наверное. Ничего не поймал, только обрывы. Четвертый день на Камчатке. Опять вертолет задержали, отложили его на завтра. Может быть, и завтра не улечу, не знаю. Я уже на своей старой доброй подруге Аваче. О, там голец сплеснул. И наконец-то мне Авача дала своего первого гольца нормального размера. То есть до этого первый день 0, 2 следующие дня только маленький. И вот наконец-то... Ух, тяжелый, зараза. И вот наконец-то размер. Фух. Долго я за тобой, братишка, бегал. Долго ты от меня ускользал. Тощенький, как ужик. Но как бы дорог он мне. Ну и красивый он, серебристый, плавники такие роскошные. Дорог он мне тем, что он первый. Ну и разумеется, мне его как бы и брать-то некуда, я его отпущу. Муа. Плыви, плыви, дружище. Спасибо тебе. Это уже четвертый голец. Они все, как на подбор, очень тощие. Прям зимовка у них была не самая такая. Поклевки редкие, хотя чувствуется, что рыба много, потому что она еще и плещется регулярно. И словно в издевательство надо мной, вон там вот только что кружил вертолет. Вот на Парамушир вертолет не летит, а вот здесь, пожалуйста, летает себе. А погода просто идеал. Тут даже какие-то насекомые вылетели, мушки какие-то летают. Просто супер. Стою вот с голыми руками, без перчаток. Жарко. Вчера было холодно и позавчера было холодно. То есть я в перчатках весь такой закутанный. А сейчас просто наслаждаюсь. Наслаждаюсь моментом. Хоть ледоход уже и прошел на речке, но периодически с берега откалываются вот такие вот льдины и плывут вниз по реке. Я обычно вот просто вот стою, жду, пока проплывет. Возвращаюсь с рыбалки в гостиницу в Елизово. Поймал итого 4 гольца. Потом он клевать вообще прекратил. И я ничего не смог с этим сделать. А тут вот иду и гляжу, что открылись вулканы. Он, который повыше, Авачинский, почти полностью виден. Справа самый крайний с плоской вершиной Козельский полностью открылся. А вон там, к сожалению, Корякский не открылся. Дорогие вулканы, пропустите меня, пожалуйста, на Парамушир. Очень надо, прям вот очень надо. Вот так вот выглядит гостиничка, в которой я живу. Гостиничка называется Аэроотель. Очень такая симпатичная, миленькая, чистая. Стоит рядом с дорогой, но все-таки достаточно далеко, чтобы шум машин уже не сильно мешал. Номер в гостинице достаточно уютный, компактненький, но совсем необходимым. Вот такой вот симпатичненький, чистенький туалетик. Что особенно понравилось, так это вот эта вот надпись. То, что воду из-под крана можно пить. Хожу, гуляю после ужина, а вот там вдалеке открылся еще и Корякский вулкан. Дорогой Корякский вулкан,
Пропусти на Парамушир, пожалуйста. 5-й день на Камчатке, раннее утро, вроде рейс сдают. И вот меня вулкан Авачинский подбадривает. Видите, вон вдалеке гора, из которой сверху идет дымок. Это вулкан Авачинский коптит небо и говорит, что погода вроде хорошая. Ну да, небо ясное. Поэтому я в аэропорт. Он тут буквально вот еще минут 5 пешком и аэропорт. Как такое получилось? Я всего лишь 2 часа на Парамушире, а уже вот в таком чудесном месте. Это Антон, человек, к которому, собственно, я сюда приехал в гости, чье гостеприимство, собственно, и обеспечило мое тут пребывание. А за нашими спинами вот такие вот ангары для самолетов времен Второй мировой войны. А вон там находится остров Шумшу. Это место, где прошло последнее сражение Второй мировой войны. Тут есть обломки Mitsubishi Zero, американских Кобр, чего только нет тут. События, знаете, развиваются стремительно. Еще полчаса, и мы у вершины вулкана Эбека. Вот это не облако, это пар из вулкана шпарит. Из него, конечно, может и черный дым валить с пеплом, но вот пока пар. Вон там вдалеке конус, это остров Атласово, который фактически остров состоит из одного единственного вулкана Алаид. Вот. На чудо-звери Антона взлетели буквально, даже не за полчаса, 20 минут. Вершина вулкана. Такого у меня еще не было. Еще ближе подъехали к вершине. Если сейчас плюнет пеплом, то ветер в нашу сторону, и нам не поздоровится. О! Что на сегодня есть? Черная долина. Это сегодняшний свежий пепелок, да? Да. Это вот когда я летел, он тут пеплом похаркивался. Вот это все пепел свеженький. Ой, запах серы ясно ощущается. Пахнет серой. Вот, собственно, кратер. А вот, скорее всего, старый кратер, откуда раньше извергалось. Ветер тут просто сбивает с ног. Порывами такой. Но если сейчас начнется извержение, лучше быть где-то вдалеке. Помимо пепла, из вулкана также вылетают вот такие вот каменюки. В этом камне, ну, грамм 400 тут есть. По башке таким получить вообще неприятно. А вот в этом каменюке, ну-ка сколько? Ну, больше килограмма, почти 1,5 где-то. То есть, вот из жерла вот эта штука вылетает, а потом по баллистической траектории падает вниз. И не дай бог ты под ним. А вот это еще больше. Да, вот это даже поднимать не буду. Килограмм 5. Нам сначала казалось, что это тоже часть поземки. Но тут что-то поземка, а что-то дым из вот этих
из вот этих фумарол. Судя вот по сере самородной, раскаленный газ, ну да, и пахнет серой. И вот видите, тут снега нет, все растаяло. О, тепло, прям жарко. А вон там вот у берега моря Северо-Курильск. Вот получается второй Курильский пролив. Вот есть целиком остров Шумшу, он очень маленький. А вот там вдалеке уже Камчатка. Вон вулканы, там это Камчатка. А тут везде такой из-за пепла, вот прям лунный пейзаж. Такой вот поразительный контраст. Только что был ветрище, холодрыга, сейчас тишина. Это окраина Северо-Курильска. Тут сошел гигантский сель. Я вот сейчас стою, получается, на теле этого селя. Вон конус выноса туда пошел. Вот видите, вот громоздятся отроги. Это все тело его. Деревья вон вывороченные. Все пополомало, попереломало. Вон там внизу Северо-Курильск. Вот видно тело селя. А тут еще есть и, ребята, термальные ванночки с горячей водичкой вулканической. Вон оттуда течет, видно вот отложение нитевидной серы, какие-то термофильные водоросли. А я, как видно, уже готов. Вот я уже в горячих ванночках. Сам себе напоминаю кошку, которая жмурится на теплом подоконнике. Тут, если так вокруг посмотреть, то, ну, вокруг какие-то доски, палки, не очень красиво. Но я смотрю вон туда. Это вид на Северо-Курильск, на второй Курильский пролив и на остров Шумшу. А если бы вот эта дымка за Шумшу пропала, возможно, и Камчатку было бы видно. Слева получается, Охотское море, справа Тихий океан. А вот местный рыбозавод, то есть завод, который занимается рыбообработкой. Основная у нас тут цель посмотреть и немножечко попросить свеженькой камбалы. А вот небольшая экскурсия по местному рыбодобывающему и, ну, соответственно, рыбоперерабатывающему предприятию. Свежайший минтай едет на ваши столы вот прямо вот отсюда. Выглядит так, как и должен выглядеть минтай. Жители европейской части России, знайте, отсюда к вам идет треска и минтай. Ну, размер просто как дом. А вот так выглядит дверь в этот рефрижератор. Ну, дверь, знаете, формата такого, как хранят золотой запас. Вот видите, вот огромные двери, гигантские, толстые, все на моторчиках. И везде все это хранят, как золотые слитки хранят. Берег второго Курильского пролива. Тут стоит вот такая вот скала. Скала называется Тур. И вот в скалу ведет любопытная пещерка. Скала, кстати, как здесь это обычно, сложена вулканическими породами, которые таким очень интересным манером растрескались. Вот так же примерно на мысе Столбчатом на острове Кунашир. Только там такие красивые грани, а здесь грани такие, немножечко размазанные. Так, куда нас выведет эта пещерка? Хо-хо-хо. А вот уже и бетонная стенка. И бетон, видно, делали из прибрежной гальки. Пещерка нас выводит вот сюда. Это так называемый дот фланкирующего огня. Фланкирующий огонь — это стрелять кому-то в бок. То есть, если будет высаживаться десант вот оттуда с моря ваш дот им не виден, и когда они будут высаживаться на пляж, можно будет стрелять им как бы в незащищенный бок. Я сейчас попытаюсь немножечко вылезти. Так, тут только чайки и море. Хо, и бакланы. Извините, ребята. Приютили меня ребята в настоящей рыбацкой берлоге. Вот мой рюкзак. Я рюкзак, как знал, сразу облокотил на машинку для вялки рыбы. И дальше вот такая надпись, я не мог пройти мимо. Не могут жить плохие люди вместе с такой надписью. Вот. Если есть такая надпись, значит все в доме хорошо. Вот ребята стоят. Я ребят угостил
копченым тунцом. А они свежей рыбкой, трясочкой. Я вот сделал первое уже блюдо. Дальше будем только жарить. Утро в настоящем мужском гараже. Вот мое спальное место. Всю ночь ветер шпарил так, что аж дом иногда дрожал. Сейчас снега почти нет. Ветер почти залег. Так что в целом стало гораздо лучше. Только один минус случился. Ну, как минус. Такой веселый курьез. Вот у нас дверь. Основная, входная. А дверь теперь никак. Потому что там, вот, видите, снежок. Снежком все так замело, что теперь выходить придется через окно. Кому как. А для курильчанина, да и раньше для сахалинца, тема вполне привычная. Вылезать из дома через окно, чтобы прокопаться там. То есть здесь вот снег выдувало, здесь его мало наложило, а там наоборот снег. То есть когда ветер дует вот так вот в лоб, он здесь снег не аккумулирует. А вот там за домом как раз затишье, и там снег аккумулируется. Поэтому там и получился сугробик прямо перед калиткой. Только один снег откопали, пошел второй снег. Поэтому сегодня объявлен день тюлень. Никаких особенных действий не предпринимаем, никуда далеко не выходим. А еще к нам тут пришел дух города. И духа города нужно как следует накормить, чтобы дух был силен. И послал нам тоже немножечко удачи. Правда, дух? На дворе утро третьего дня на Парамушире. И вот можно увидеть, как за окном колышутся деревья. Там, ну, не сказать, что прям вообще дикий ужас, но очень серьезная пурга. Больше не сколько снегом, а больше ветром. Ветер такой, что ночью порой даже дом немножко содрогался. Все очень жестко происходит, поэтому надо сидеть и ждать, когда все это кончится. Поскольку с такой погодой штормовать нам долго, я решил напечь блинчиков с сыром. А что делать? Когда вот так вот сидишь, надо же как-то спасаться. Вот, наконец-то у нас тихое утро. Собрали вещи, уезжаем. Собачка он нас провожает. Ну, погодка, конечно, не выглядит стопроцентно тихой. Но как бы и не в нашем случае тут перебирать харчами. Вот выехали к берегу Охотского моря. Сейчас преодолели перевал, там даже не снимал. Ну, было так, немножечко на грани там все. Вот тут теплушечка, занесенная снегом. И вот ребята уже объявили перекур. Идем помогать ребятам, сами проехали. Идем дальше садиться на лыжи другим снегоходом. Вот еще один снегоход проехал морем. А вот эти два лопатами ребят немножко подкапывают, чтобы было проще. О, ребята как переправляют снегоход. А я сзади с лопаткой. Бегом. Луноход 1, луноходу 2. Правильно, луноход 2, луноходу 1. Вон все спускаются, но там такие углы для меня, вот свежего человека, довольно некомфортные. А ребята едут просто как по ровному. Сейчас, пожалуй, был один из самых страшных подъемов в моей жизни на снегоходе. Там очень такой серьезный уклон. Сейчас ребята поедут.
Да уж. Как вам впечатление? Это просто не передать. Провалились. Вдалеке озеро. По-моему, это кальдера вулкана Ферсмана, если не ошибаюсь. А уже Антона бьют лопатой. Случайно говорю. Антону говорили, иди к столу. А Антон стал рыбачить. Первая рыбка. Я отпустил. Я отпустил. Я только лунку себе пробурил. Ну так себе, ну. Да уж. Народ вокруг ловит. А я только пробурился и вот пытаюсь что-нибудь изловить. В этих местах, разумеется, как и на Сахалине, ловят на икру. Только если у нас для наживки обычно используют какую-нибудь икру, которая виду не очень годится, то вот здесь вполне себе. Ну-ка. Вкусненькая. Хорошая икорка. Это просто триумф. Да, там что-то Да. нормально. Так Трясило. бывает. Так бывает. Главное, чтобы лунку повесить. Жажда ничто. Рука мокрая, Что, ветер давай? но вытащили. Теперь ты видел все. Ну, нет, так-то я и за крабом ныряю. Не маленькое что-то. Что-то нормальное. Аж пузыри. Капец. Это башка. Так, крючок зацепился. Крючок зацепился за что-то. Крючок за что? Так. Вытащите крючок из рыбы. Из рыбы, изо рта. Изо рта, изо рта. Опять. О, ты, ёлки-палки. О, ты определенно герой. Посидели на озере 1,5 часа. Все поймали рыбку. Один я не поймал. Тут ты обиделся на нас, да? Ну, не то чтобы прямо обиделся, но как-то странновато. Озеро, видимо, меня не хочет принимать. Но ничего, будет шанс сюда вернуться. Фух. Ой. Доехали. Доехали до берега Охотского моря. Костя меня как родная мать довез просто. Вот такая вот тут избушечка. Местное слово для избушечек теплячок. И он лесовин ходит. Такой, что-то не особенно трусливый, но поразительно жирный. Здоровый такой. Поскольку возле этого домика рядом море, вот оно, я решил тут походить. Ну и первым делом кухтыль, стеклянный поплавок. Потом еще кухтыль. А вот там, гляжу, еще кухтыли. Один за одним. Что-то какое-то нереальные объемы в одном месте. Отошел от избушки метров 100. Собрал вот такую корзиночку поплавков. Из них 2 с клеймом. А вот тут море. Что остановился? Только что плавал калан. Я каланов никогда в жизни не видел. Поэтому я до конца не уверен, что это калан. Но вот показалось, что это был все-таки именно он, а не просто какая-то нерпа. Потому что он лежал на спине и что-то шебаршил у себя на животе, не вылезая из воды, естественно. Ну что, еще покажется, нет? Давай, братишка, вылезай. Мы все тебя ждем. А, вон, выскочил черненький. Вот, ну точно, он опять лежит на животе. Точнее, лежит на спине и на животе что-то делает лапами. Ну какая нерпа так может делать? Калан. Ушел от моря, ушел от избушки порыбачить. Речка и так небольшая. Еще и везде вскрыта. Рыбу пока я найти не мог, только зря бурил. Зато пришел лесовин. Жирненький такой. Так ни одной рыбки поймать я не смог. Поэтому сосредоточился на сборе кухтылей. Вот такой вот полный ящичек кухтылей. Сам не знаю зачем. Забирать я их отсюда не буду. Поэтому просто, скорее всего,
припрячу где-нибудь вот возле домика этот ящичек, в надежде, что куда-нибудь вернусь за коктейликами. Лесовинчик пришел за печеньем. Да бери печенье, не бойся. Все нормально будет. Все. Набил рот печеньками и потрусил. Вот уже и утро. Погода портится, хотя прогноз вроде не обещал. Поэтому будем сейчас сворачиваться, ехать назад. Ночь прошла хорошо. Ночью прибегала тьма лис и бегали зайцы. Было интересно. А вот так выглядит внутреннее убранство избушки, либо как по-местному тепляк. Вот Андрей ест борщ, мы сварили борща. Да. А я мясо из борща выковырял, порезал его пластами. Это не мы... даю никому, да? Это мы на рыбалку с собой возьмем. Мясишко поесть. Вот паста из черемши. Вообще вкуснейшая вещь. Только приехали на озеро. Вот вулкан Ферсмана нам чуть-чуть приоткрылся. И Антон тут же уходит вперед. Хорошенький голец. Сейчас попробуем, что выйдет у меня. Да, надо Сахалин не опозорить. Вот моя первая рыбка озера возле вулкана Ферсмана. То есть фактически рыбка из вулкана Ферсмана. Эй, не туда, подруга, не туда. Эй, ладно. Вот на блесенку поймал. С икрой, разумеется. Сейчас буду помогать ей уплыть туда, куда нужно. Потихо и разловился я вот такой вот мелочевкой. Мелочевка на жарюху. Вот Андрюха тоже разловился. Вова, по-моему, одну рыбку поймал, а Антон вот как будто в другой лиге выступает. Это высшая. Вот Антон. Вот Вова одну поймал, а Антон... Вова вообще колбасу режет. Что-то... Это даже... Это рыба и не назвать, это свинья. Ну так, навскидочку где-то, наверное, 2200 примерно. Он сама себя глушит. Глубина подо мной около 9 метров. Опускается снасть на дно. Хотя у Антона сегодня из-под льда клевала. Но у Антона какая-то блесна хитрая максимально. У меня не получилось подобрать блесну настолько же уловистую. Поэтому вот удалось подобрать блесну, на которую хотя бы что-то клюет. Потому что вот мормышки ставил, маленькие блесенки, большие блесны. Ставил вайбы. Ничего. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Оно. Рыба, пахнущая вулканом Ферсмана. Так, пошла назад. Давай. О, не хочет. Зашла в лунку. Или не зашла? Не зашла, по-моему. Зашла. Все. Рыба в лунке. Вот это да. Все. Почином. Ой, спасибо. Спасибо, ребята. Фух. Мой ты красавчик. Какой он вкусный, ты не представляешь. Я представляю, какой он вкусный, потому что представлять-то это не есть. Я могу представить, что вкусный. Вот сейчас надо попробовать. Вот во что превращается икра где-то после 5 минут в воде. Она вот так вот белеет. Я вот проверил, мне икру почти никто не съел. Поэтому я всего лишь добавлю к этой икре пару икринок и отправлю назад в воду. Ну и сюда к искусственной корке тоже одну икриночку насажу. Или 2. Жарим гольчика помельче. Ну и заодно решили того, что покрупнее разделать. Ну просто оцените цвет мяса. Такой густой оранжевый. Шикарный. Ну, сейчас вот этот дожарится, тоже будем пробовать. Жаль, конечно, но уже пора уезжать. Впереди длинная дорога до города.
Хотим успеть по нормальной погоде. Гора Ферсмана под конец нам все-таки открылась во всей своей красе. Причем это, не подножье ее. Мы тоже довольно высоко. Озеро там несколько сотен метров над уровнем моря. Так что подножье вот где-то там. И нам вот туда вот в этот перевал. Хотя или в тот перевал. Я что-то запутался. Много перевалов. Едем назад. Вот такие вот тут красивые виды с видом на остров Атласово. Я бы с радостью поснимал, как мы залетаем в почти отвесные горы, перевалы, но так страшно, что просто забываешь про камеру, вообще про все забываешь. Только пальцами держишься в поручне и больше ничего не можешь. Со стороны кажется остров довольно безжизненный, просто покрытый снегом бугорок. Но вот стоит только узнать его получше, как окажется, тут полно и куропаток, и зайцев, и кого тут только нет. Вот мои любимые спуски, когда чуть не вылетаешь из седла. На своем снегоходе, пожалуй, такой спуск мне будет делать страшновато. Из-за боязни просто через голову кувыркнуться. Страшновато было немного. Ой, какая красота здесь. И свобода. Здесь пахнет свободой. Это запах свободы. Вот сейчас был очередной момент, когда я снова чуть-чуть не помер со страха. Вон оттуда сверху на снегоходе. Вот так вот. Уть! Я думал, опять помру. А Костя хоть бы хны. Катается себе и катается. Антон впереди тоже, по-моему, даже ничего не почувствовал. Фух. Сидят курьи ножки. Так. Одна, вторая. Такое ощущение, как будто их там гораздо больше, по идее. Называется любовь. Кстати, да, скорее всего, любовь. Да. Пушистые. Поехали. Просто бескрайняя зима, бескрайний снег. И если у тебя есть снегоход, ты тут попадешь вообще куда хочешь. Ну, если ты, конечно, не я, который очень плохо умеет им пользоваться. А вот ребята пользоваться им умеют хорошо, ездят вообще абсолютно везде. Вот ехали, все было хорошо. А теперь вот туманище такое, вообще ничего не видно. Костя везет нас просто по приборам. Вон, ребята вдалеке, как ежики в тумане. Офигеть, только что солнышко. Такая роскошь, а тут просто, низги не видно. Закончилась поездка. Хочу подержаться за щечку боевого коня. Спасибо большое.
Пилоту Кости отдельное спасибо, но еще и боевому коню хочется сказать. А тут нас встречает киса. Да, киса? Да. Любишь, когда тебе чешут щечки, да? Все кисы любят, когда им чешут щечки. Ну и как апогей сегодняшнего дня, ушичка. И в ней гольчик вот с такими красивыми красными пятнышками. А заодно вот вареные головы гольца. Щечку достать. Щечка. Щечка — это вещь. Утро очередного дня. Я, если честно, уже потерял счет дням. Живу и прекрасно. Это Северо-Курильск. Единственный населенный пункт на острове Парамушур. Насколько я помню, 2500 жителей. Вон, прям вот если смотреть на трубу кочегарки, там Тихий океан. Вот второй Курильский пролив. И вон там за проливом Шумшу. А вон там уже Охотское море. А вот как бы типичный здесь вид транспорта. Снегоход. И вот возле меня видно, что есть проплешины старого снега с пеплом вулкана Эбеко. Есть свежевыпавший снег, беленький. А вот я вот сейчас вот туда гляжу. Может, конечно, мне кажется так вот, но вот там вся сопка полностью серая. Ну, это, скорее всего, вот Эбеко недавно плюнул. И все очень удачно прошло мимо основной части города и попало вот на ту сопку. Потому что, несмотря ни на что, ну, там пепел как бы и пепел, ладно, там дышать. Помимо всего прочего, вот эти вот кусочки пепла, они достаточно абразивные. И, допустим, те же склизы на снегоходах изнашиваются от этого абразива, дай боже. Я уже на окраине Северо-Курильска приметил себе ручеек интересный. А вот тут типичная картина, как тут катаются на снегоходах. То есть вот распадок, ну, с бешеным уклоном. Я тут даже, ну, на санках-то было бы страшновато кататься. А люди тут как бы, ну, даже это не экстрим, они тут просто спокойно ездят. Тут надо вниз, поехали, надо вверх, поехали. Я сейчас тут пешком-то спускаться, скорее всего, не буду. Я буду как-то на заднице съезжать. Тут достаточно крутой подъем и спуск. А на снегоходе хоп-хоп. Это окраина Северо-Курильска. Уже берег моря. Второй Курильский пролив. Тут очень много валяется раковин вот такого вот гребешка. На наш не похож. У нас приморский гребешок. А вот здесь, ну, я такого сорта еще не видел. Очень частые вот эти ребрышки. И в целом валяются в основном маленькие раковины. Интересно, он вообще большой бывает или нет. Но также валяются колизелла, мидия. Этого добра и у нас хватает. Я все так же на окраине Северо-Курильска. Вот здесь вот маленький порт Ковш. Он трактор его чистит. Он какое-то рыбацкое судно, рыбачок какой-то выходит. А вон там вдалеке, видите, вот 3 такие колонны. Это буксиром тащат земснаряд. Видимо, будут где-то тут дноуглубительные работы проводить. Продолжаю гулять по окраинам Северо-Курильска. Вот отсюда хороший вид на сам город. Вот уже подножье вулканов. Вот тут такое место. Это, по-моему, называется мыс Опорный. Но все местные говорят Дунькин пуп. По-моему, на Сахалине в каждом городе есть какой-то свой пригорочек, который называют Дунькин пуп. Вот такая панорама Северо-Курильска. Уже со склона Дунькиного пупа. И вот здесь вот отчетливо видно, что здесь вот такая вот низинка. И она совершенно не застроенная. То есть никакого там ни сарайчика, ничего. Но вот судя по старым фоткам Северо-Курильска, вот тут вот везде были дома. И вот в 1952 году сюда пришло очень большое цунами и смыло почти весь город. Ну и с тех пор, понятное дело, тут, скорее всего, никто и не строится. Даже я вот сейчас стою на склонах Дунькиного пупа, и здесь видно везде террасирование. И вот на старой фотографии видно, что вот на этих террасах тут везде тоже были дома. Вот я на вершине почти уже Дунькиного пупа. Вон остров Шумшу.
что тут такая интересная штука. Так, ну-ка. 1904 или 84. Вот я не пойму, вот здесь вот есть перемычка. И какие-то прям туннели, катакомбы. И что интересно, кусочек ракушки в бетоне. То есть песок вот с камнями брали прямо на берегу и особо не просеивали. Не удержался, все-таки залез в эту каменоломню. Потолок, стены полностью дикий камень. То есть никак ни распорками каким-то, ни бетоном не залиты. Только вот какие-то вот старые деревянные подпорочки стоят. Но они, наверное, не были какими-то подпорками в серьезном смысле этого слова. Наверное, уже была какая-то часть косметического ремонта. Либо, судя по гвоздям, какой-то склад, что-то лежало. О, ледяные сталагмиты растут. Да уж, и недавно был обвал. Эти вот камни туда вниз попадали. Пещера огонь. Не особо комфортно, потому что я тут один. Если что, помочь будет некому. Поэтому пора на выход домой. Вот тут тоже ход. Такой достаточно дальний. Возможно, круговой замыкается с тем, с правым. С вершины, как полагается, открывается чудесный вид на все вокруг. Тут, правда, рядом какие-то телекоммуникационные вышки, но они ничего особенно не портят. Вон там Тихий океан. Вот такой у Дунькиного пупа вид снизу. А я, как всегда, за старое. Знаете, старую собаку не научишь новым трюкам. Я вот опять тут насобирал мидий. Судя по битым ракушкам, мидий тут швыряет ежедневно в хорошем таком количестве. Живых, правда, нашел мало. Этого вряд ли хватит, чтобы хоть как-то покушать. Но я не могу ничего сделать. Я просто вот оно валяется, а я собираю. Я сейчас стою фактически на краю второго Курильского пролива. Вон там Тихий океан. Вон там вот ныряет Калан. И у меня здесь важное дело. Вот это вот открытка. Вот остальные открытки. Я обещал всем, кто донатит на эту поездку на Бусти, памятные подарки. И вот я разослал всем письмо, где спросил у всех адрес. Кто-то отозвался, кто-то нет. И обмакиваю уголочек открытки в воду второго Курильского пролива. Ну и немножечко Тихого океана, наверное. Сейчас подсохнет, упакую и буду отправлять. Работа продолжается. Я еще не все открытки обмакнул, но те, что обмакнул, уже сушу. У каждой открытки правый верхний уголок обмокнут в море, оставлена большая такая жирная капля воды. И сейчас на солнце жду, пока эта капля высохнет. Наконец-то с окраины уже подхожу к жилой застройке. Вот надпись «Добро пожаловать» и Дунькин пуп на фоне нее. Это мне пишут «Добро пожаловать» и вам пишут «Добро пожаловать». Ну а тут, естественно, знаки, сообщающие об опасности цунами. Тут, по идее, любой школьник должен знать уже, куда бежать в случае, если будет объявлена опасность цунами. На Сахалине такие же таблички висят. Но у нас как бы нет цунами, опасная зона. А здесь как раз опасная и с грустной историей. Вот городская администрация. И тут вот из такой красивой гальки памятник казакам-первооткрывателям Шумшу и Парамушира. Ну, первооткрыватель, конечно, это в рамках Российской империи на тот момент. Так-то тут жили айны. Вот тут же рядом монумент памяти погибшим при цунами 52 года, про который я вам говорил. Но это только известные фамилии. Я так понял, армия до сих пор так и не раскрыла своих потерь.
Ну и как видите, помимо понятных всем известных фамилий, есть вот Ким Сын Иль, Ким Тухан, Ким Туха. Ну то есть интернационал тут был конкретный. И самая последняя фамилия, очень интересная. А вот один из нескольких местных супермаркетов. Я сюда зашел взять спагетти и ветчины, ну, как бы просто и на цены заодно поглядеть. Вот, допустим, халабоны 330. Мандарины маленькие тоже 330. Мандарины турецкие 430. Еще одни какие-то. Так, апельсин красный, Марокко 300 рублей. Киви, Иран 430. Ну, как бы что-то чуть дороже, чем на Сахалине, что-то чуть дешевле. Вот ветчина 450 рублей, допустим. Колбаса сырокопченая 615. Единственное, конечно, вот это у нас на Сахалине тоже дорогое. Ну вот какой-нибудь там простой эрмигур 200 рублей. Там вот нежный там 150. На Сахалине они тоже спокон веков дорогие. Рекорды цен бьют помидоры. 1300 рублей. Есть 1200. И вот там вот были огурцы 1000 и 1160. На Сахалине все это, ну вот огурцы в 5 раз дешевле. А то можно и даже и в 6 иногда. Вот немножечко фастфуда. Халяльная шаурма 280 рублей. Ну, в принципе, на Сахалине даже и дороже можно. Где-то за 320 можно закупить. Беляш с мясом 120. Ну, чуть-чуть дороже, чем у нас. Микрочебурек за 80 рублей. Ну, то есть в этом плане цены более-менее адекватны наши. Интересные тут дела творятся с печенью трески. Вот, взял банку печень трески штурвал. И тут написано, что она произведена из мороженого сырья во Владимирской области, в городе Лакинск, улица Набережная, дом 8А. Я к тому, что вот тут ловят треску, вынимают из нее печень, морозят печень, отправляют брикетами в центральную Россию, в Европу. И там уже в европейской части России из этого делают консервы, и вот они приезжают сюда обратно. Так, а ну-ка, вот это. А это чье? Так. Ну, это город Находка. Это уже, скорее всего, в Находке, возможно, уже даже из своего сырья делали. Цена на спагетти Макфа, ну вот у нас они там 67 рублей. Здесь, ну, почти в 2 раза дороже. Хотя странно. Потому что вот большая часть консервов, цены, в принципе, не сильно отличаются. А вот спагетти прям вот так сразу. Опа. Я сейчас иду по центральной улице. Улица называется Сахалинская. Здесь 3, так сказать, авеню. Вилкова, Сахалинская и Шутова. Ну и их соединяют маленькие короткие стриты. Такая же ерунда, как на Сахалине. Со снегом воюем всеми способами. Грузим, вывозим, а он все не кончается. Вот улица Шутова. Здесь какое-то новое здание строится. Ну, на жилое не похоже, больше похоже на школу какую-то. Не знаю, на самом деле, что это. Ну и, к слову, о вулкане Ибека и городе Северо-Курильске. Вот видите, вот свежий снег белый. А вон там это те места с черным снегом, куда свежий снег не попал. И вот крыша гаража. И тот факт, что я стою на одном уровне с крышей, немножечко говорит о том, сколько здесь иногда бывает снега. И вот здесь я сделал лопатой срез. И здесь вот видно вот от самого первого снегопада все последующие. И все они перемежаются с выбросами пепла. То есть вот пепел, снег, пепел, снег, пепел, снег. А вот этот слой — это, возможно, многократные пепловые наслоения с последующим таянием из-за того, что снег становится черным и лучше тает. Опять вот пепел, пепел, там вот много пепла, снова много пепла. И город постоянно живет вот в условиях вот этого черного дождя сверху. Конечно, этот город пепел этот не украшает, все вокруг становится черным. Но здесь напомню, что главное украшение города — это все-таки люди. А с людьми
Северо-Курильске полный порядок. Поэтому желаю ему процветания, несмотря на вот этот пепел. А я пока занимаюсь открытками. И вот для открыток вулканический пепел. Но дело в том, что в вулканическом пепле очень много мелких частичек, ну прям пыль-пыль. А хочется оставить только крупные. Поэтому я его вот залил водой. Сейчас солью всю мелкую пылеобразную фракцию. И оставлю только что-то крупное. Видите, отдельно, где мутная вода, и сверху вот муть на черном, это как раз вот и есть эта мелкая фракция. Сейчас как следует промоем, чтобы остался прям такая квинтэссенция вулкана. А дальше я с открыточками делаю вот такую вот штучку. Я клеем рисую что-то по форме, напоминающее рыбку. И потом подготовленным пеплом от вулкана вот так ее засыпаю и жду, пока засохнет. А потом я просто вот стряхиваю лишний пепел сюда. Получилось, на мой взгляд, немножко толстовато, но, надеюсь, эта открытка пролезет. Вот получается такая рыбка. Сейчас вот заполню кому куда и полетит. Только пришел с почты, отправил открытки. Как затянуло все тучами. Снег аж с дождем какой-то мокрый. Ветрище лупит. Поэтому решено сегодня сделать баньку. А под баньку я нажарил мальмочки с глухого с тартаром. Сейчас буду еще сверху камбалу в кисло-сладком соусе делать. Утро очередного дня. Сегодня вроде дают вертолет на Камчатку. Поэтому я вот с сушилкой для рыбы снял гольца. Полетит со мной домой. Рыба просто нереального вида. Нереально выглядит. Такие вот красные пятна, оранжевое пузо, мясо ярко-ярко красное. Даже вот у таких маленьких гольчиков все равно ярко-красное. И уже перед отъездом попалась на глаза такая вот шапка меховая. Раритет из 90-х. Это шапка из меха калана. Калан — это зверь, из-за которого в свое время русские забрались в Аляску. Основали там русско-американскую компанию. И этот же мех впоследствии продолжал служить для обогащения многим и многим поколениям людей. Сейчас как бы мех никому не нужен. Как бы 1000 лет никого в мехе не видел. Но вот шапочка тут лежит скорее как музейная ценность. Калан был важен своим очень чрезвычайно плотным мехом. Вот я вам сейчас даже не могу так пальцем раздвинуть, чтобы нормально под шерсть такой видеть. То есть у него чрезвычайно плотный мех. За это он и ценился. Аэропорт Северо-Курильска. Он прилетел наш вертолетик, который нас будет забирать. И вот я вижу вот сейчас вот под ногами снежок свежий выпал за ночь, беленький. А вот там сопки все равно уже черные. То есть туда уже ветер свежего пепла нагнал. До свидания, Северо-Курильск. Я на Камчатке, заглянул я на рыбный рынок камчатский. Вот, конечно, по камбале Камчатка лидирует, икра у них в камбале офигенная. А вот зубарь у них выглядит, знаете, какой-то, ну, в отличие от нашего, подстреленный какой-то. Не знаю, у нас как-то и светлее, что ли. И у нас его обычно перед сушкой промывают, тут видно, прям чешуины прилипли.
Так, не совсем привычно выглядит. Очень дешевый красный окунь. У нас существенно дороже. Очень вкусная штука. Ну и опять везде камбала эта роскошная лежит. Да, вот ну, сразу видно то, что вот какой товар лицом первым делом кладут. Самое достойное кладут. Естественно, масса сортов икры. Здравствуйте. Икра, рыба. Ну, здесь, в принципе, все как у нас. Здесь как обычно. Ну, вот написано корюшка-пузанок. У нас ее называют чека. У нас чеку даже на рынке не продают. Ну, не продают по понятной причине, потому что она никому не нужна. А так, в принципе, особых отличий с Сахалином не вижу. Разве что здесь еще вот продается, вижу, масляная рыба. У нас что-то не особенно помню, чтобы продавали масляную рыбу и тем более белокорого палтуса. Белокорый палтус, ну, на наш вкус суховат. У нас как-то что-то он даже не замечал, не наблюдал. А так вот, юкола скижуча у нас тоже есть. Ну и я удивлен, что здесь почти нету краба свежесваренного. Здесь как-то вот его продают в фаланге. Видимо, замороженного продают, а свежего нету. Еще одно наблюдение. Здесь нигде не вижу гребешка вообще. Ну, как мне сказали, на Камчатке с ним туго, а у нас просто на рынке продается парной гребешок и замороженный гребешок в любых количествах. Ну и опять-таки же нету свежесваренного краба. То есть вот кто чем богат. На дворе уже следующий день. Как понятно по вулканам вдалеке, я все еще на Камчатке. У меня вроде как сегодня рейс, вроде погода хорошая, ну, надеюсь, ничего не отменят, не отложат. Тут такая местная интересная камчатская штучка. Это фастфуд, то есть вот длинным рядом стоят вагончики, в них делают там кофе, шаурму, ну и прочее. А люди вот подъезжают на машинах, заказывают, прямо из окна берут заказ. То есть прям в 22 веке живут камчедалы. У нас такого, конечно, нет. Интересно, это, я так понимаю, их местная штучка. И у них большинство шаурмы тут готовится на углях. Я хоть и плотно позавтракал, но, наверное, сейчас все-таки шауху-то себе возьму. А вот ценники на все, чтобы вы понимали. На Сахалине ценники очень похожи. Как бы я бы не сказал, что присутствует какая-то там сильная разница. Вполне себе наши нормальные цены. Вот река Авача. Это окраина города Елизово. Вон вдалеке, как я понимаю, вулкан Мутновский. А вот куриная с сыром шаурма. Ну-ка. Вот я уже дома на Сахалине. Несмотря на снег за спиной, довольно жарко, вот хожу в футболочке. Пересматривал сегодня видео, снятое на Промушире. Конечно, видео не передает всего того, что я увидел. Особенно видео не передает, как было страшно летать на снегоходе на дикой скорости то вверх, то вертикально вниз. Я сейчас видео смотрю, в том числе те видео, где я прям обмирал со страха. А там, ну, ничего особенного. Такая, вот на видео вообще не смотрится. Просто такая снегоходная прогулочка. Видео получилось такое немножко сумбурное, но это сумбур отражает сумбур, происходящий в моей голове. Я первый раз очутился на Промушире, не знал вообще ничего там, что происходит, и был шокирован от многих вещей, которые там есть. В общем, надеюсь, получилось не скучно. А я собираюсь коптить промуширского гольца. Дело в том, что в моем понимании, если рыбу там жарить или варить, это когда у тебя ее много и самой разной. А если тебе вот чудом удалось привезти несколько гольчиков, их желательно съесть либо слабосолеными, либо слабосолеными, подвяленными и подкопчеными. То есть это вот наилучшим образом передает их вкус. Копчу я в своей старой, повидавшей виды, коптильне из нержавейки, коптильня Хобби Смок и такой же к ней дымогенератор. Гольца перед делом подсолил и как следует завялил. Иначе будет сырой, не примет копчения. Гольца, как вы видите, удалось увезти всего 4 штучки. Ну и поймано его было там, собственно, немного.
Вот это вот простой воздушный компрессор от аквариума. Ему надо дать полного газу. Потом взять газовый баллон. И вот так вот немножечко разжечь щепу внутри. И проверить результат. Во, все, дымок пошел, хорошо пошел. Когда стало понятно, что дым идет без перебоев, закрываю плотненько дверцу закрываю. И вот этот вот клапанок открываю на полную. По нему же можно судить об интенсивности копчения. То есть, как оттуда вот шпарит дым, так и понимать, все ли хорошо. Если дым совсем перестанет идти, то либо уже опилки прогорели, либо еще какая-то проблема. То есть, сразу идите и решайте ее. Ну и каждые полчаса полезно подходить к коптилке и смотреть, все ли тут хорошо. То есть, вот слышно, как работает компрессор, его можно даже немножко прикрутить чуть-чуть. Дым идет хорошо, ровно. Если вот отсюда начинает идти дым из колбы, значит там опилки спеклись коркой, и надо опилки толкнуть палочкой. Но вот сейчас дым не идет, значит все хорошо. Шкаф я открывать не буду, то есть мне достаточно вон того продуха, чтобы понять, что все хорошо. Прошло 2,5 часа. Время посмотреть, как оно там выглядит. Потому что в целом я считаю, что 2,5 часа уже достаточно, чтобы сделать рыбу копчено-вкусной. Так, что-то многовато конденсата было. Но ничего. Знаешь, просто придется дольше рыбку просушивать. Выглядит уже отлично. Поэтому я думаю, вот этих 2,5 часов уже будет достаточно. Ну, ладно, хорошо. Еще 20 минут. Еще 20 минут. И завязываем. Эта коптильня у меня уже 4-й год. Ну, под словом коптильня я подразумеваю как и ящик из нержавейки, так и колбу из нержавейки, дымогенератор. Очень простая и в то же время максимально эффективная конструкция. Не требует каких-то особенных условий для хранения и для эксплуатации. Все работает вот так вот. На раз, два, три. Рекомендую к покупке. Оставлю ссылку в описании к этому видео. Ну вот и дошло дело до говорящих рук. Копченый голец отвиселся, как и положено, полдня и ночь. Просто на свежем воздухе проветрился. Избавился, скажем так, от излишне резкого запаха копчения. Ну вот посмотрите. В магазине обычно продают рыбу, которая закопчена просто, знаете, аж прям слоем, как будто краской намазана. Здесь коптил недолго, пару с лишним часов, по-моему, всего лишь. И уже прекраснейший цвет копчения, просто такой наинасыщеннейший. И, поверьте мне, очень мощный запах копчения. Копчу на ольховых опилках. Теперь вот так его немножечко распластую. Ну да. Я же другого я не ожидал. Я и ожидал, что получится рыба прекраснейшего цвета. Такой вот оранжевый такой. Я бы его назвал таким, как абрикос, как сушеный абрикос. Цвет просто умопомрачительный. Я такую рыбу считаю кощунством как-то прям особенно готовить. Я ее вот подсолил, немножко подкоптил. И сейчас ломтики филе буду просто складывать в баночки. И в баночках заливать все это пряным маслом. Пряное масло делается очень просто. Разогревается масло в сотейнике. Прям хорошо разогревается, едва ли не до дыма. После этого плитка выключается, масло отставляется куда-то на подставочку, чтобы остывало. И когда масло
все еще горячая, но уже остыла от прям раскаленного. В нее забрасывается молотый черный перец и жгучий красный перец. Они там чуть-чуть пошипят, побулькают, но совсем чуть-чуть. Потому что если вы его кинете прямо в раскаленное масло, перцы обуглятся. А вот так вот они там чуть-чуть пошипят, но быстро прекратят. Потому что масло все равно стремительно остывает. И они просто успеют вот свою остроту передать маслу и сделать его немножечко вкуснее. И когда масло полностью остынет, я буду заливать им ломтики рыбы в баночках. У разделанной рыбы остался хребетик. Я вот хребетик порубил кусочками, на нем так-то довольно много мяса. Это если там для гостей, для красивой картинки, все это дело лучше куда-то сбагрить. А так это делаешь для себя, поэтому я их просто режу такими кусочками, и они тоже пойдут в масло. Да и гости у меня в основном такие же, как я сам, тоже такие же рыбоеды, которые не стесняются ни костей, ничего. Лишь бы было вкусно, а там дальше дело десятое. Ну и кто как, а у нас на Сахалине традиционно все обгладывают головы рыбьи, а там огромное количество косточек, поэтому у нас косточками просто никого не удивишь, никого ими не смутишь. По жирности, конечно, рыба просто высший пилотаж. Я вот сейчас вот трогаю, вот сразу пальцы просто масляные, хотя я ничем ее никаким маслом ее еще не поливал. Я вот сейчас думаю, я в баночках ее маслом буду заливать, а нужно ли? У нее своего полным-полно. Я беру вот такие вот одноразовые контейнерочки, на дно кидаю вот один гвоздик гвоздики, извините за тавтологию, и туда складываю кусочками порезанную рыбу. Масло нужно, и для вкуса, конечно, но и в целом для консервации. Какое мясцо розовенькое. Потому что мы, конечно же, скорее всего, съедим это в течение ближайших нескольких дней. Но если мы, допустим, оставим это лежать недели 3-4, а то и месяц, что маловероятно, то масло просто не даст этому пропасть. В банку надо стараться уложить рыбу поплотнее, надо даже уминать рукой. Вот сейчас рыбы получилось не очень много, в баночке куча свободного места, это всего лишь заставит вас тратить на это больше масла, но в целом ничего страшного. И вот так вот умять. Готово. Раз. Готово. Два. Ну и получается вот с двух маленьких и двух крупных гольцов 3 баночки вот таких вот небольших консервов. Ну и, конечно, не удержусь перед тем, как отправлять в холодильник, все-таки попробую. Хотя понимаю, что продукт еще не дозрел до конца. Очень вкусное, плотное мясо с легким таким очень тонким ароматом копчения и вот этим вот копченым вкусом, таким вкусом вот костра лесного. Офигенная получилась рыба, хотя я понимаю, что это еще только начало. Она вот сейчас настоится в масле и будет еще вкуснее. Ладно, всем пока-пока, до свидания.